Союза марксистов. Союз марксистов непосредственно работает с работниками-курьерами, но и не только в рамках профсоюзной активности на местах. Вот прошу, наверное, с работниками платформенной занятости, Wildberries и других, прошу, вот, наверное, осветить этот вопрос в контексте преодоления бедности и неравенства. Да, всех приветствую. Конечно, присоединяюсь ко всем словам, которые раньше говорились, таким общим, что нужно делать, в принципе, да, и куда нам нужно эту страну привести. Но хотелось бы еще сказать о том, что можно и там 117 шагов написать, можно призывать вступать в профсоюзы и так далее. Но если сами партии и члены партии не будут идти к людям, и профсоюзы не будут идти к рабочим, да, сами, то ничего не получится. В том плане, что мы сейчас видим такую риторику, что вступайте в профсоюз, а мы за вас все сделаем. К сожалению, это так происходит, и на каждом углу это слышу. Давайте обращения за вас напишем, давайте в суды за вас сходим и так далее. Но никто не говорит о образовании самих рабочих, как будто они глупые и не могут ничего сами сделать. Вот когда мы не поймем это в профсоюзах, что мы должны их обучить, да, самим выступать, защищать свои интересы, ничего не получится. Так, ну теперь от общего я хотел бы перейти к частному по поводу сегодняшней темы, и хотелось бы, чтобы это в резолюцию попало, по поводу бедности. Бедность, в частности, это следствие низкой квалификации рабочих, да, потому что они идут в курьеры, на склада и так далее, потому что у них нету в своих поселках работы. Это не только касается Москвы, но всей России. В частности, здесь говорить про Московскую область, когда рабочие курьеры и сотрудники Wildberries перетекают из области в Москву и обратно. А это десятки тысяч человек. Что можно было бы сделать? При том, что есть переизбыток низкоквалифицированных сотрудников, имеется дефицит высококвалифицированных. Можно решить обе проблемы бедности и дефицита высококвалифицированных специалистов, если у людей будет возможность повышать квалификацию. Бедные люди не могут повышать квалификацию, потому что у них не хватает на это времени. Времени не хватает потому, что люди работают в рамках платформ более 40 часов. То есть там условно таксисты по 16 часов, сотрудники Wildberries по 12 часов, курьеры по 14 часов и так далее. И фактически такая занятость является некой подработкой. Фактически полноценным трудовым отношением признаки трудовых отношений, наличие графика, руководства, инструкции и условия по выполнению задания, обеспечение работника необходимым для работы. Для борьбы с бедностью людям нужно привести де-факто трудовые отношения к де-юре трудовым отношениям, устранить практику скрытия платформами, скрытия трудовых отношений гражданско-правовыми. Необходимость соблюдать трудовое законодательство к низкоквалифицированным работникам даст им возможность работать меньше с тем же доходом, даст фиксированный и предсказуемый график, который даст возможность обучать и повышать квалификацию. Тем более, что в Москве для этого все возможности и инфраструктура есть. Сейчас практика сокрытия трудовых отношений гражданско-правовыми незаконна, но используется всеми платформами. Закон о платформенной занятости легализует эту практику и окончательно закрывает возможность бороться с бедностью, потому что других эффективных способов борьбы с бедностями на данный момент нет. Мы можем об этом говорить, но ее нет. Да? И тут вопрос как раз-таки к депутатам Мосгордумы и депутатам Госдумы, чтобы обратили на этот вредный закон, который сейчас проталкивают в Госдуме, что либо его отменить вообще, либо чтобы там были внесены серьезные правки. Вот. Этот закон не должен в таком чтении пройти вообще никак. И еще я хотел бы напоследок сказать, от профсоюза «Курьер» считает, что закон о платформе занятости будет использован против рабочих. Этот закон в конечном итоге легализует заемный труд и закрепит кабальные условия. Рабочие платформы останутся без легальных инструментов защиты своего права работать по договору. Социально ориентированный бизнес бежит от обязательств и ответственности. По факту мы видим картельный сговор и лоббирование интересов корпораций через данный закон. Считаем, что принятие такого закона будет криминализировать труд всех фактически работников электронных платформ. Государство как институт должно бороться с антиобщественными действиями, а не возводить их в закон. Сейчас, на данный момент, что мы видим после забастовок курьеров и Wildberries, которые происходили в декабре и в марте этого года? Активизировались различные силы, такой псевдонезависимые профсоюзы появились, да, как новый труд. К таким вообще людям обращаться нельзя. Появилась с такими же намерениями АУРЭК, ассоциация, которая не защищает сотрудников, да, этих платформ, а наоборот защищает только мелкий бизнес. И вот эти вот решательские, соглашательские намерения между Wildberries и Озоном, там, Яндекс.Маркетом и так далее.
но только в интересах мелкого бизнеса. О рабочих там вообще не идет никакой речи, хотя об этом говорится. Приходите к нам, мы вам все поможем, все за вас сделаем. Спасибо. Да, спасибо большое. Обратим внимание, мы уже, в общем, его смотрели, закон платформенной занятости, его действительно сейчас активно лоббируют, как будто бы это решение проблем работников платформенной экономики. Естественно, это не решение их проблем, это решение проблемы их работодателей, миллиардеров. И, собственно, с этим нужно бороться. Я думаю, что такая дискуссия будет